Честно говоря, после вчерашнего я был уверен, что никакого Айленд-пика у нас уже не будет. Костя ничего не ел, почти не спал и едва дошел до Дингбочи. Но утром он проснулся так, будто бы ничего не произошло. Именно тогда нам предстояло принять одно очень важное решение – снова рискнуть или все-таки сбавить обороты. Но человек планирует, а горы пишут собственный сценарий. И совсем не факт, что он совпадет с нашим большим планом – Эверест, Амадаблам и 3 перевала. Ну чё, как? Оксигенация? 88. 35-60, нормально. Костя проснулся в 5:30 в бодром расположении духа. Вместе с ним проснулся и аппетит. Ну чё, аппетит проснулся? Да, проснулся. Пошли сухарики в ход. Ну все, значит, пошел на поправку. Вот у нас тут изморозь, значит, наверное, минус 10 на улице. Как в трамвае, короче. Сидишь, стекло, значит, скребешь. Такое дело было. Но после второй кружки чая и внушительного ассортимента вкусняшек я снова начал беспокоиться. А не приближается ли он к той самой опасной грани, за которую вчера так неудачно заглянул? Вчера Диме передали подписчики Курт шоколадки казахские и очень вкусные конфеты грильяж в шоколаде. Ого! И вот такими вещами можно даже позавтракать, еще останется. Спасибо большое. Мне понравилось. Проведя тщательный разбор своего состояния, Костя пришел к неожиданному выводу. Переутомление вкупе с перееданием накрывает сильнее, чем ковид. Послушайте сами. Мы, говорю, когда ходили на Корженевскую с Морозом, и тогда все у нас болели ковидом, и приходим в этот первый лагерь Корженевская, меряю температуру 38,5, с утра 37,5. И мы идем, и все вещи тащим, и приходим во второй лагерь. Потом там опять же та же самая ситуация. Днем 38,5, утром 37,5. Идем и приходим в третий лагерь. 6,450. А сейчас вот 37,5 вчера температура, и только лежать могу. Что-то вообще не то. Стареешь? Не знаю. Или ковид так Не знаю, работал? не знаю. Но вот там прям вот с температурой ходили, все нормально было. Рисковые ребята. Отдав скромную денежку за ночлег и еду и немного подождав наших портеров, мы снова вышли наверх. В сторону Чукунга. Ну как настроение? На 6-й день трека. Слушай, Дим, ну у меня просто вчера был такой ужас, такое состояние ужасное. Это, говорю, вот анекдот «Купи козу» это про это, что хотите себя почувствовать прекрасно, заболейте и потом выздоровеете. Вот тогда вы поймете счастье. Вот у меня сейчас счастье. Путь от Дингбочи до Чукунга совсем короткий, часа 2 неспешного хода с небольшим набором высоты. Поэтому здесь можно не пыхтеть от усталости на тропе, а спокойно идти и смотреть по сторонам. А посмотреть тут есть на что. How are you? I'm fine, thank you, sir. And you? Долина как будто раскрывается перед нами. Горы становятся все ближе, а воздух словно прозрачнее с каждым шагом. И когда солнце наконец выходит из-за хребта и заливает светом эти склоны, камни, ледники и далекие вершины, появляется странное ощущение, будто это не мы идем навстречу солнцу, а оно медленно плывет навстречу нам. Или нас действительно тянет туда каким-то магнитом, и чем выше, тем сильнее притяжение. На полпути от Дингбочи до Чукунга расположен мемориал альпинистам,
погибшим в разные годы на южной стене Лходзы. Здесь мы и остановились передохнуть и выпить чаю. Я всегда беру на высоту Иван-чай и с удовольствием угощаю им своих шерпов. Иван-ти, good tea? Yeah, Russian tree. Yes. Good taste. Good? Yeah. Yeah. Костя к этому моменту заметно преобразился и снимал все подряд. А когда человек начинает доставать камеру по любому поводу, это хороший признак. Значит, у него появились силы не только идти, но и замечать эту красоту вокруг. Это я снимаю практически в любом состоянии. Можно сказать, на автопилоте. Ну вот да, Мадоблан выглядит как хан отсюда. Реально вот скажи, что это... Я так понимаю, что вид на Хантенгри со стороны вот Казахстана, он примерно такой. Вот почему-то так я видел на фотографии. То есть это как раз будет наше седло, а это вот хан. Похоже, нет? Ну и по высотам сравнимо. Солнечный свет, hot shower. Путь до Чукунга занял не более 2 часов со всеми остановками. Мы выбрали лодж на самом входе в поселок, в котором останавливались в Суанчу в ковидном 21 году, когда спустились с перевала Амфулапча. Hello. Hello. Do you have rooms? Yes. How many? Chargers free? Huh? Администратор лоджа Санджи был удивительно похож на того хитрого подслеповатого дедушку из 21 года, который, вероятно, и есть владелец этого бизнеса. Charge phone is 500 only one time for full, and power bank is 1000. Powerbank 1000. Нормально. Наверное, сын или внук, подумал я и попросил показать комнаты. How many person? Two. Что? Just two. Yeah. Okay, I will show you. Just two. Так мало. Ну, вот здесь хорошее место. Зарядки здесь есть? Ты смотри. Нет, здесь нет зарядки, потому что там невозможно. Братушка. Окей. Братушка? You from Russia? Yes. Ah, I like Russian. You make the video. Комната оказалась просторной, светлой и стоила всего 500 рупий. К нашему приходу ее уже основательно прогрело солнце. После вчерашних переживаний, после болезни Кости, после всех опасений насчет дальнейшего маршрута, этого оказалось более чем достаточно. Искать чего-то еще совершенно не хотелось. Хотелось просто сидеть на крыльце, смотреть на горы и никуда не спешить. And where are you going tomorrow? Tomorrow we go to Island Peak. You climb to Island Peak? Yeah. How much you pay in Kathmandu? In Kathmandu we pay for the permit 175 for the permit. Yes. $1,075. No, 175 Yes. for the permit only. Yeah, And then we don't have guide. We go ourselves because he was there already. He climbed Island Peak, so we go ourselves. you have We- a climbing guide? No, we don't. You don't have. He will do it. And you know what? We spent 2 nights at Island Peak. Yeah. We have our tent, we have everything. But then we will probably need a porter down. Okay. Well down. Yeah, but very expensive. I know. Yeah, but yes. Do you know Island Peak is open now? Yeah, Island Peak is open now. Okay, thank you. What is your name? Sanjeev. Sanji. Yeah, Okay. and you at? My name is Konstantin. It's Nice to very meet you. long name. What's next to? Sanji. And you at? Дмитрий. Dmitry. Дима. Dima. Дима. Ah. Nice to you meet take you. this one. Okay. Окей. Ну как тебе номер? Отель? Внешний вид?
Мы рассчитались с портерами, оставили хорошие чаевые и попрощались. Much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, Goodbye. Bye, sir. Bye. Было жалко, ведь расставались мы уже не с наемными работниками, а с людьми, которые несколько дней были частью нашего пути. И они поспешили вниз навстречу новым клиентам, новым грузам и новым историям. Вот это хорошая традиция. Не завтракать в лоджии, а доходить до следующего лоджии и уже в нем завтракать. Гулять аппетит. Да, нагулять Гулять аппетит. аппетит можно поесть. Берите на заметку. Не маленькое количество еды. Я же тебе говорил, за 1200. На высоте 4700 такое количество. Не так-то просто и съесть. Вид на Island Peak открывался прямо из нашего лоджа. Я был в Чукунге уже трижды, и каждый раз гора пряталась за облаками, будто специально избегала встречи. Но Айленд у нас был припасен на десерт. После завтрака мы решили не спешить и немного прогуляться по поселку, и заодно разведать обстановку. Так, вот это вот на Чукун-Кри дорожка. Давай тут пройдем. Помните, я спрашивал у Санджи, открыт ли Айленд? Дело в том, что всего за неделю до нашего приезда на Непал обрушился мощный циклон. Перевалы засыпало снегом, многие тропы закрыли, а все восхождения вообще поставили на паузу. Купили 2 баллона газа за 2000. Хотя они нам 2-то нафиг не нужны. Просто У слишком. человека не было сдачи, и он нам дал сдачу баллоном газа еще одним. А так 1,5 стоит. Вот. И решили 1,5 еще. Да. себе сейчас ни в чем не отказывать. Как вам наш номер? Вещь? Просторный, чистое белье. Да, удивительно, что все чисто. На улице-то пылище. Поэтому главный вопрос сейчас был даже не в том, хватит ли нам сил, а в том, безопасно ли идти наверх. К счастью, новости были хорошими. Буквально накануне на Island Peak снова начали подниматься группы, и все ближайшие маршруты тоже работали в обычном режиме. Все складывалось как нельзя лучше, и именно это начинало меня понемногу настораживать. Выходим на акклиматизационный выход. 11:28 на Чукун-Кри. Чукун-Кри – вершина, расположенная к северу от Чукунга, высотой 5550. И по карте до нее было рукою подать. Костя чувствовал себя уверенно и заявил, что набрать 800 метров для нас вообще не проблема. Часа за 3, говорит, управимся. Честно говоря, после вчерашнего я бы не стал так уверенно разбрасываться прогнозами. Но выглядел он действительно хорошо. Даже слишком хорошо. Я постепенно отставал, потому что постоянно оглядывался назад. Слишком уж красивые виды открывались с каждой новой сотней метров набора высоты. Забавно было смотреть на раскинувшийся далеко внизу Чукунг. Час назад я торговался там с Санджи за газовый баллон, а теперь весь поселок помещался где-то между двумя камнями. Костя шел быстро. Мне даже казалось, что его немного раздражает моя неторопливость. Вслух он, конечно же, ничего не говорил, может из вежливости, а может просто не хотел портить эту бесконечную красоту своим брюзжанием. Но стоило мне добраться до места его отдыха, как он почти сразу же начинал собираться дальше. И мне приходилось подстраиваться под его ритм. Че, передышка? Мне кажется, не так сильно ветрено. Хотя в горах, как мне кажется, самое важное — найти свой собственный темп.
Тот самый, в котором перестаешь бороться с подъемом и начинаешь с ним жить. Я очень люблю это состояние, когда через полчаса монотонного движения вверх вдруг перестаешь считать шаги, перестаешь думать о наборе высоты и просто идешь, встраиваешься в этот бесконечный поток. Кто-то называет это вторым дыханием, кто-то медитацией, а для меня это просто одна из самых приятных вещей, которые можно испытать в горах. Мы медленно ползли вверх. Вершина почти не приближалась, и казалось, что вокруг ничего не меняется. Но через несколько минут солнце было уже другим, горы были другими, да и мы, наверное, тоже понемногу становились другими. Костя выходит на вершину, на которую он так стремился. В 3:10 мы, наконец, с грехом пополам вылезли на вершину. Честно говоря, если бы не Костя, я бы развернулся еще час назад, как и положено в 2 часа дня. Я говорил ему, ну зачем нам еще эти 100 метров? Чукун-Кри не является нашей целью. Свою акклиматизацию мы уже получили. Каких-то принципиально новых видов наверху не будет. Зато есть вполне реальный шанс спускаться в темноте. Спуск будет медленным. Нас ждет острый обледенелый гребень, а спайксы мы оставили в Пангбоче. Но разве же его переспоришь? Только вчера человек лежал с температурой, а сегодня снова шел туда, где, по его мнению, заканчивалась тропа и начиналось самое интересное. Я говорю ему, мы же ходим в горы не за вершинами и не за галочками, а за процессом. На что Костя, даже не задумываясь, ответил, нет, иногда именно за галочками. Быстро фото-то вниз, мы уже превысили час. И надо признать, в тот момент у меня не нашлось достойного контраргумента. Поэтому мы просто полезли дальше. И все-таки долезли. Ну вот, наконец-то мы достигли первой своей на треке вершины. Чукун-Кри называется. 5545 метров. Я, конечно, не хотел сюда уже идти, потому что мы превышали время возврата. Вот превысили сейчас на 14 минут. Но Костя меня заставил. Он говорит, мы не только для процесса ходим, а еще и для галочки. Вот, поставьте нам галочку за Чукун-Кри. И пожелайте хорошо спуститься. Потому что тут без спайксов-то надо ухолострой держать, да? Зато спуск щедро отблагодарил нас такими видами, что все недавние споры как-то сами собой потеряли значение. Минут за 40 мы миновали самый неприятный участок гребня, и Костя убежал вниз. А я не спешил, ловил в объектив низкое солнце, длинные тени гор и тот особенный вечерний свет, ради которого фотографы готовы таскать на себе лишние килограммы техники. Все-таки хорошо, что мы сходили на эту вершину. Наверное, горы существуют не только снаружи, часть их всегда достраивается внутри нас. Они не меняют жизнь сразу и целиком, это было бы слишком громко, но что-то едва заметно по крупинке, по камушку сдвигают внутри. И ты спускаешься вниз уже чуть-чуть другим человеком. Я, кстати, не рассказывал вам, почему так люблю именно спуски. Ну ничего, сериал у нас длинный и еще будет время.
Вот, друзья, смотрите, какой парадокс. Костя сходил на Чукун-Кри, набрал 800 метров, и у него снизился пульс. Не пульс, а еще и кислород. Основной это кислород. Но кислород-то он и должен был снизиться, по твоей теории. Нет, пульс просто я с утра еще не был выздоровевший. Я еще был болен, поэтому пульс был высокий. То есть ты сходил на Чукун-Кри и выздоровел, да? Ну, можно сказать, что уже почти был здоров с утра, но не до конца. Вот сейчас уже, видишь, почти здоров. Ну, давай я. 84. Это мало. Нормально, у меня 80 было утром. Да? Ну, смотри. Сколько у нас? Вот как надо заряжать -3. батарейки, согревая своим телом. Понятно? Лакшери, говорю. Окей. Друзья, вы не пугайтесь, это не больничная палата. Это просто Костя только что пришел с Чукун-Кри и попросил включить камеру, чтобы поделиться эмоциями. Я решил сразу воспользоваться удобствами, как вы видите, потому что в ближайшие 2 дня нас все-таки кровати уже не ждут. Хочу сказать, что это огромное счастье, что называется, когда ты заболел и потом выздоровел. Да? Вот. И я еще с утра, когда сегодня шел, чувствовал, что не очень как-то идется. А вот чем дальше, тем лучше, и сейчас вообще отлично. То есть очень доволен, что мы залезли туда. Потому что вчера мне состояние было на 4, сколько можно, на 4 тысячах, как будто я уже на 7 тысячах где-то там иду. То есть еле-еле. Вот. Заболел сильно. Ну, хорошо, выздоровел. Вот. Надо аккуратнее, не перебарщивать. Вот. Будем теперь осторожней. Вот так. Когда ты пошел на ужин вчера, да? Угу. Я хотел сходить, потому что вот эти подписчики, там, думаю, пообщаться, там, познакомиться. Но я понял, что я вообще не могу встать. То есть я могу только лежать. Встать вообще, никакого желания у меня встать вчера вечером не было. И, не то что желания, а даже возможности, я бы сказал, не было встать. Вот. Так что вот было совсем тяжело. Только мог горизонтально находиться. Но сегодня все оказалось не так плохо. Даже, я бы сказал, очень хорошо. Вот. Контраст, конечно, поразителен. То есть вот вчера вечером вообще невозможно было встать на высоте 4300. А сегодня, получается, мы до 5500 сходили и прекрасно себя чувствуем. Вот пьем кисель. Как так может быть? Ну вот так. Непал? Чудесный Непал? Да. Все в Непал. Поспали подольше. До рассвета. Температура у нас. Аппетитно выглядит. Завтрак в Чукунге. Сейчас Костя протестирует, скажет нам, можно есть или нет. Ну как, можно, конечно. Омлет с помидорами, с сыром. Прекрасно. Вот тут такая. Вкуснейший. Супер, тогда приступаем. Костя уже копытом топчет, выставил свой рюкзак, хочет бежать быстрее. Ну чё, дорогу знаешь? Ты же знаешь, ты ходил. Я аж не помню, как выходить. Ну туда вроде. Пошли. Аппетитно позавтракав, около 8 утра мы в полной выкладке вышли вверх, в сторону базового лагеря Айленд-Пика.
План на сегодня был вполне рабочий. Дойти до Базлага, подняться еще выше в штурмовой лагерь на 5600 и переночевать там для акклиматизации. Ничего сверхъестественного, всего каких-то 900 метров набора. На 100 больше вчерашнего подъема на Чукун-Кри. Привет. Давно сидишь? Не очень. Что, сколько есть время отдохнуть? Сколько хочешь, отдыхай. Но мне снова шлось тяжело. За плечами был рюкзак больше 20 килограммов, и я постепенно начал отставать. Ну что, как идется? Хорошо. Ой, я что-то тяжело там в одном месте. Тут полегче. По прямой, сейчас тоже будет по прямой. Сейчас вот будет развилка в Лапчу и вдоль озера. Все по прямой. Красота. Тогда мы с Костей договорились не ломать друг другу темп. Он идет в своем ритме, а я в своем. Встречаемся в базовом лагере. Договорились, и через несколько минут Костя уже скрылся за поворотом тропы. Спустя 2,5 часа, не торопясь и время от времени останавливаясь, чтобы поснимать для вас эту красоту, я наконец-то дополз до базового лагеря. И, честно говоря, не поверил своим глазам. Желтых палаток было штук 40. 40! В 2011 году, 1 апреля, когда я впервые оказался здесь, Базлаг состоял всего из 2 палаток. Кухонной и жилой. Времена меняются. Костя! Но Кости нигде не было. Костя! Пришел в бейскэмп, а Кости где-то нет. Пойду его поищу. Я снял рюкзак, обошел все проходы между палатками, даже в туалет заглянул. Но Кости нигде не было. Сначала я решил, что он просто задержался и вот-вот появится. Потом подумал, а куда здесь вообще можно было свернуть? Тропа-то одна. Минут через 10 стало тревожно. Минут через 20 тревожно и непонятно. Я даже нашел шерпов в палатке столовой и спросил, это точно базовый лагерь Айленд-Пика? Yes, of course. Но легче почему-то не стало. А потом тревога начала понемногу превращаться в раздражение. Ну как так? Договорились же встретиться именно здесь. Сейчас я уйду выше, и именно в этот момент он по всем законам жанра появится откуда-нибудь из-за камня. Просидев в лагере минут 40, я все-таки решил подниматься дальше. И в этот самый момент из-за склона появился Костя. Вот он, пропащий. Ты что, не узнал бейскэмп, что ли? Это не бейскэмп. Дальнейший разговор получился, скажем так, чуть эмоциональнее обычного. Бейскэмп дальше. Впрочем, послушайте сами. Ты долго сидишь? Я уже, 40 минут сижу, и тебя вот тут бегаю, все кругом бегаю. У меня просто точка там на карте бейскэмп дальше. Они сказали, там нету бейскэмпа, это, говорит, бейскэмп. А что там за лагерь? Там бейскэмп, я так понял. Я пришел сюда, и вообще никого не было, ни одного человека. В смысле, да тут столько палаток. Я знаю, но я ходил, ни одного человека нету. Я смотрю, у меня базовый лагерь дальше. Я пошел туда, там вся тусовка. А там что, еще палатки, что ли? И вот мне действительно интересно, а как бы вы поступили на месте Кости? Напишите в комментариях. Че? Я отдохнул? Я тут бегал вокруг 3 раза. Ну, Дим, ну неужели ты думаешь, что я твой дебил, что я не буду сидеть на тропе? Если у меня на тропе нету, значит, наверное, я впереди.
Я подумал, что ты где-то там остался, и мы разошлись. От тебя, что ли, прячусь, что ли? Ну, я... Ну, в трофее должен быть, конечно же. Насколько я понял, что если бы ты увидел этот лагерь, что ты бы сразу подумал, что надо тут остановиться, а не искать точку. Во-первых, никого не было. Вот, а во-вторых, ну просто никого, ни одного человека. Я вообще запутался, я пошел вон туда, налево, видишь, вот там синий бачок. Ну ладно, нашлись и В все. общем, я ушел вообще туда вот, где синий бачок. Зачем? Я не знал, куда идти, никого не было. Костя, ну ты логику включи. Логику включи, если вот здесь такая гора палата, значит... Там еще больше. Ну ладно, что, самое главное нашлись. Тут я уж думал, что делать. Спорим, где находится бейскемп, там или... Да я не спорю, где находится бейскемп, я спорю, где ты должен был меня подождать. Ну, блин, ладно. Вот. Если у тебя возникает мысль, что бейскемпа 2, значит нужно около первого было остановиться. Второй бейскемп. Или первый. В базовом лагере мы выпили по кружке чая и, особенно не рассиживаясь, двинулись дальше. Ну ладно, я пошел. Надеюсь, ты меня догонишь. И тут, дорогие мои зрители, особенно те самые 15% из вас, которые уже собирают рюкзак в Непал, хочу сделать для вас весьма полезную ремарку. Базовый лагерь Island Peak – место, прям скажем, на любителя. С озера Имджа-Цо здесь постоянно дует довольно лютый ветер. Ну ветер и ветер, бог с ним, горы все-таки. Но этот ветер несет с собой тучи мелкодисперсной пыли. Вот, кстати, амфлакш. И это не случайность и не каприз погоды. И в апреле, и в ноябре вы, скорее всего, столкнетесь с этим удовольствием. А вот смотри, это озеро Имджа-Цо. Да, вот иди там, не подходи, пожалуйста. А я смотрю. Нет, тут нормально, тут нет карниза. Красиво? Снег здесь всегда какой-то сероватый, пропитанный насквозь пылью. Она забивается в нос, скрипит на зубах, лезет в рот и сопровождает вас еще метров 200-300 набора высоты. Впрочем, высота набиралась неожиданно быстро. Шли мы в легких трекинговых ботинках и уже в 14:45 оказались в хай-кемпе на высоте 5500 метров. Ну чё? Нужно ж... По Максми лагерь вон там. Тут я остановился. Но здесь не 5600, здесь 5450. Мы проходили, было одно место под палатку вот здесь. Ну вот оно, вот. Днем ночевали из нас. Казалось бы, самое время выдохнуть и ставить палатку. Но вы уже немного знаете Костю. Как обычно, ему хотелось подняться повыше. Пошли, они вообще там... Явно у них там что-то стоит. Незадолго до лагеря нас обогнали несколько шерпов в кроссовках с термосами в руках. Ну ты как считаешь? Ну они пошли, значит, я говорю, что-то у них есть там. Ну не факт. Ну не стали бы они вот с термосом и в кроссовках без ничего туда просто так идти, если у них там нет палатки. Согласись? Перспектива снова лезть куда-то с тяжелыми рюкзаками энтузиазма у меня не вызывала. К счастью, в этот раз мне удалось уговорить Костю. Давай сначала сбегаем налегке и посмотрим, что там. Я все-таки пошел проверять, что там вверху. Костя вернулся довольно быстро. Был неправ, признался он. Шерпы шли встречать своих припозднившихся клиентов. Никакой палатки наверху нет. Я уже было решил, что вопрос закрыт, но, как выяснилось, поторопился.
«Все равно пойдем выше», — сказал Костя. «Я нашел офигенное место под палатку, прямо под стеной». Фу. Только я долез, Костя уже равняет место. И действительно, хайкэмп, в котором ночуют все, абсолютно все, кто остается на горе, нас почему-то не устраивал. Нам обязательно нужно было найти свое место, метров на 100 выше. И в этот момент я снова поймал себя на мысли, что Костя удивительным образом умеет превращать любой вполне разумный план в нетривиальный и немного более амбициозный. Ветер тут порывами, нужно ухо держать востро. А главное, каждый раз находит такие аргументы, что спорить с ним становится абсолютно невозможно. Прекрасно, когда ветер стихает, но ветер тут вообще зверь. Смотрите, вот озеро. Костя ищет мне мешок под снег. Скоро мы будем в палатке греться. Вот это. Вот так вот. Тяжело тут, никого нет, кроме нас. Место под палатку оказалось, мягко говоря, компактным. Впрочем, и палатка у нас была соответствующая. Натурхайк маленькая, двухместная, весом не более 2 килограммов. Костя не доверяет китайским оттяжкам. На фоне окружающих гор доверие она внушала примерно столько же, сколько зонтик во время урагана. Поэтому Костя решил дополнительно укрепить ее веревками, и, как выяснилось позже, не зря. Ну чё, греться? Большая стратегический просчет — это вот постановка палатки вот этой стороной. Здесь по-другому нельзя было. Но не хотелось. А почему просчет? Все нормально. Ветер-то дует отсюда. Но его по ветру надо оставить? Конечно. Ну тут места нет. Ну вот поэтому я ее смотал. Без четверти 5 мы уже заселились в наш двухзвездочный отель под стеной, без удобств в номере, но зато с видом на Барунце и Амфулапчу. Палатка у нас тесная, поэтому пока Костя готовит, я сижу в 3 погибели и не шевелюсь. В общем, когда все нормальные люди занимаются покупкой туров с носильщиками, с этими, с полной организацией, и когда их водят везде за ручку и говорят, что можно, а что нельзя, мы пытаемся тут что-то делать самостоятельно. Ну, посмотрим, чем это закончится. Вечером наше решение казалось почти гениальным. Уютная площадка на 100 метров выше хайкэмпа, красивые виды, чистый снег, красота. Меня больше всего беспокоит ветер, потому что сегодня очень сильный ветер был ночью, когда мы в лодже были. И вот сейчас мы этот ветер будем переживать здесь, на открытом воздухе. Не знаю, выдержит ли наша палатка, большой вопрос. Но в этом, собственно, и есть приключение. Но около 3 часов ночи начали появляться первые сомнения. Оказалось, что это не столько место под палатку, сколько место отдыха для групп, идущих на вершину. Прибывающие трекеры разговаривали нарочито громко и были явно раздосадованы, что какая-то палатка заняла их место для отдыха, а возможно и чей-то туалет. Вот как происходят сборы в тесной палатке. Мы проснулись в 5:30, позавтракали. Тут народ ходит, шумит, удивляются, что тут стоит палатка. Освещают нас фонариками, спать не дают. Поэтому пришлось нам встать пораньше. Костя как? Спал? Плохо, вообще не спал. Почему? Не могу заснуть. Ветер? Ветер, просто не могу заснуть. Высота. Ясно, высота 5600, да, у нас?
Солнце вышло. Мы выходим. 7:53. Красота. Надеюсь, ветерок нас пощадит сегодня. Маршрут по стене оказался совсем не крутым и шелся неожиданно легко. В нескольких местах были провешены веревки, но пользоваться ими особой необходимости не возникало. Разве что на спуске в непогоду они наверняка могли бы здорово облегчить жизнь. Первая веревка. Справа за обрывом открывалась величественная красота редко посещаемых уголков Кхумбу. Такие виды можно рассматривать бесконечно, но у гор есть одна особенность. Если слишком долго любоваться пейзажем, вершина сама к тебе не приблизится. Приходится все-таки переставлять ноги. Еще одна веревка. Сверху показалась связка из 5 альпинистов. И вдруг девушка, шедшая первой, остановилась. Вы Дмитрий Синицын? Я же вас смотрю! Можно с вами? Давайте сфоткаемся. О май гад! Я, знаете, по шапке вас знала. Думаю про себя, неудивительно, этой непальской шапке из шерсти яка уже лет 18, а очкам немногим поменьше. Ну, не могу поверить. Можно поздравить вас? Да, можно поздравить с горой. Congratulations. С горой. Спасибо большое, слушайте. Давайте, удачи вам. Пожалуйста. Как вас спасибо. зовут? Наталья. Очень приятно. Наталья, я вас смотрю, кстати, очень много полезного информации у вас взяла. Серьезно, смотрю каждую передачу. Спасибо, спасибо. Вы на Айленд, где вы еще были? Ну, пока нигде. Удачи вам. Ничего, спасибо. Удачи. Бай-бай. Приятно встретить в горах единомышленников. А если эти люди еще и смотрят твой канал, приятно вдвойне. В такие моменты особенно остро понимаешь, что идешь сюда не только ради вершины. Чуть выше у Кости слетела кошка. Он решил испытать облегченную модель с веревочками вместо центральной пластины. И, как выяснилось, за экономию веса иногда приходится платить. Лучше шел бы вперед, а? Ладно. Чего ты стоишь? С рюкзаком. Думаю, вы и сами знаете, что такое не вовремя слетевшая кошка. И даже не хочется гадать, чем такая мелочь может закончиться в неподходящий момент. Навстречу одна за другой спускались группы восходителей. Те самые люди, которые ночью так старательно помогали Косте не заснуть. Примерно на высоте 5800-5900 начинается острый снежный гребень, одно из неожиданно неприятных мест на Айленд-Пике. Здесь уже висела веревка, и идти хотелось без лишней самоуверенности. У нас 10 часов.
На этом участке Костя догнал меня, и мы устроили короткий привал в уютной снежной мульде. Поболтали с ребятами из Беларуси, пожелали им удачного спуска и двинулись дальше. Hello. Давай здесь присядем. Вы что же по-русски говорите? О, видишь какие. Он кричит с вершины, с вершины. Да. А вы типа так тупите и Тогда, ребят, с вершины и вас, да. А мы только наверх Он идем. вас уже снимал и кричал вам. О, кайф, спасибо большое. А мы, может, ошиблись. Не-не-не. Слушай, ну там раздувая, сейчас будь здоров. Аккуратно. Я прям сдуло. Вот здесь, вот очень опасно на этом гребне. Когда веревочка заканчивается, Так, прям вот если туда улетишь, то уже всё. смотрите, аккуратно, что мы последние спускались, там больше никого нет. Понятно. Я из Москвы, Дима из Екатеринбурга. О, привет из Беларуси, из Минска. Мы такие тихоходы. Не, Но нам надо просто акклиматизироваться, поэтому мы ночуем повыше. Вот мы сейчас тоже хотим найти место, если там есть место повыше. Прямо остаться там? Да, и ночевать. Так, замотали. Это ваша зеленая палатка? Да. На Чуркае стояла, да? Да, это что-то. А мы думали, высокогорный хай-кэмп. Думали зайти еще гости к вам посмотреть, что там. Не, нас так достали все эти восходители ночные. А, Так хочется поспать, все ходят, там садятся, чай пьют. Хорош. Ребята, тут люди спят. Не, молодцы, ребята. Удачи вам. Спасибо. Спасибо и вам. Удачного Да, ну, спуска. Все-таки удачи вам. Аккуратно спуститься. Пока. Красавчики. Молодцы. На гребне задувало уже по-взрослому. Будешь отдыхать? Ты сейчас что предлагаешь? Обсудить. Через полчаса мы нашли укромное место, где ветра почти не было. Я уже мысленно начал праздновать победу над стихией. А тут у самой дороги Не, я просто обсудить. плата охеренно задувает. Садись. А в итоге вот тут ничего не задувает. Метров 100 туда, и все, и я вернусь. Ну давай. Я посмотрю. Палки возьму. То есть ставим палатку, а потом уже на вершину. Ну, Правильно? если, я говорю, да, мне просто хотелось убедиться, что это Ага. самое лучшее место. Ну давай. Все, ты понимаешь, солнце дофига. Но Костя, как вы уже, наверное, заметили, своим глазам доверяет редко. «Пойду посмотрю повыше», — сказал он. Вернулся довольно быстро. Там лучше. И мы, в очередной раз взвалив рюкзаки, пошли искать это мифическое получше. Наконец нашли место, где по всем законам логики сильного ветра быть не должно. Поначалу так оно и было. Я привязал Костю к веревке и пристраховал к ледорубу, погрузив по рукоятку в фирн. А он отправился вытаптывать площадку под палатку. Для надежности мы решили углубить палатку в снег и выложить вокруг нее стенку из снежных кирпичей. Ну что, ставим? Работа была не самой увлекательной, и сначала ее взвалил на себя Костя. И в очередной раз оказалось, что Костина привычка перестраховаться иногда здорово раздражает. Ровно до того момента, пока не выяснится, что без нее было бы гораздо хуже. Ну как, получается? По прогнозу Виндиком на вершине ожидалось около 65 км в час. Значит, здесь на плато будет, наверное, под 40.
Но, как вскоре выяснилось, ветер был совершенно не в курсе этого прогноза. И в итоге разгулялся так, что когда мы достали из рюкзака палатку, мне пришлось залезть внутрь, чтобы ее не унесло куда-нибудь в сторону Барунцы. Тем временем Костя засыпал снегом юбку и крепил оттяжки. Да снег сыпет на нас. Спустя 2 часа, а может и немного больше, нам все-таки удалось поставить палатку и забраться внутрь. Костя без промедления занялся У нас в кухней. палатке жарко. Я Особо охлаждаюсь. не закроешься. От снега. Холодным газовым баллоном. Давай мы заварим сразу чай. За окном было 2 часа пополудни, но есть мне почему-то совсем не хотелось. В отличие от Кости, он заварил себе весьма внушительную порцию сублиматов. Крышка не подходит. Время 15:12. Мы пробуем сходить на Айленд-Пик до темноты. Кое-как тут установили палатку, поели, передохнули и выдвигаемся. Пожелайте нам удачи. А потом настал тот самый момент. Мы взяли только самое необходимое и вышли к вершине, до которой оставалось каких-то 200 метров по вертикали. 200 метров. Тропа была хорошо протоптана. На вершину увели 9 веревок умеренного жумаринга, крутизною от 40 до 70 градусов. Но усталость уже давала о себе знать. Была и пара сложных крутых участков, но нагнетать не буду. Ничего выдающегося. Перед вершинным гребнем натянуто аж 3 нитки перил. Видимо, чтобы хоть как-то упорядочить поток людей на этой популярной горе. Но именно в этот вечерний час мы были здесь совершенно одни. И, признаюсь честно, за такую роскошь я благодарен небу отдельно.
ветер показал все, на что он был способен. Плотный тугой поток подхватывал из долины ледяную крупу, кусочки фирна и с какой-то почти личной неприязнью швырял их нам в лицо. Приходилось отворачиваться, прикрывать открытые участки кожи и очень внимательно следить за каждым шагом. Вершинный гребень представляет из себя длинный узкий нож, буквально в 1-2 стопы шириной, ну, видите сами. Длина его примерно метров 100-150, не больше, но ухо на нем в любую погоду нужно держать востро. Слева вертикальный километровый обрыв, справа положе, но если полетишь, задержаться не получится. Поэтому идем по всем правилам без лишнего риска. И вот без 5 вечера я достигаю вершины. В тот самый момент, когда солнце едва касается своим краем гор на горизонте. Ура! Успели до заката. Отлично. О! Ну и ветер. А вот здесь прям можно поставить палаточку. Я был где-то между желанием выругаться или расхохотаться, но лишь слегка улыбнулся. Вершина Island Peak. Мы на закате сегодня. И тут Костя вспомнил, что мы обещали Шрираму сфотаться на вершине с его флагом. Помните Шрирама из первой серии? Нет? А Костя помнил. Он вообще человек ответственный. Вскоре флаг компании был торжественно извлечен из рюкзака. Кто еще сделает для Peak Adventure такой бомбический снимок на закате? Уверен, никто, кроме нас. Кстати, дорогие зрители, есть ли среди вас фотографы? Как называется это время дня? Это ведь и есть тот самый золотой час. Вокруг Лхотзы, Макалу и бесконечное море гималайских хребтов, уходящих за горизонт. А я стою посреди всего этого величия и понимаю, что ни одна фотография, ни одно видео и ни один рассказ не передадут, насколько здесь красиво на самом деле. И как же хорошо, что мы стоим здесь именно в это время. Стоим совершенно одни. Но мы все-таки сделали несколько дежурных кадров, успели полюбоваться горами и просто немного помолчать. Удивительно, но здесь на вершине ветер оказался гораздо слабее, чем на гребне. Небольшая выемка и понижение рельефа сделали свое дело.
Но все равно, пробыв тут чуть меньше 15 минут, мы жутко замерзли, ведь теплых пуховок у нас с собою не было, и поспешили вниз. Хотя, если честно, хотелось остаться. Хотелось сидеть здесь до темноты, смотреть, как горы одна за другой растворяются в вечерней дымке, и просто запомнить этот момент. Но у нас был один маленький нюанс. Где-то там, почти на 6000 метров, нас ждала наша двухзвездочная гостиница на Плато. Без удобств, без шумоизоляции и, если честно, без каких-либо гарантий, что ее вообще не унесет ветром этой ночью. Солнце быстро скатывалось за горизонт, а вместе с ним уходило и тепло. Мы и так успели прилично замерзнуть на вершине, а впереди был длинный спуск по перилам и еще одна ночь на ветру. И где-то на краю сознания все время крутилась одна и та же мысль. Интересно, а наша палатка еще стоит?